В самом сердце удаленной и таинственной горной цепи раскинулась поразительная пещера. На протяжении многих лет ее уединенные глубины притягивали искателей приключений, но лишь немногие нашли в себе мужество войти в неизведанные туннели. Это место обросло многими мифами и легендами, которые передавались из уст в уста среди местных жителей. Поговаривали, что пещера охраняет нечто большее, чем просто тишина и тьма. Сама пещера расположена высоко в горах, куда можно добраться только пешком, преодолевая сложный и опасный маршрут. Тропинка к ее входу извивается между скалами, и каждый шаг на этом пути требует внимания и осторожности. Оказавшись у входа, спелеологи обнаружили огромную арку из сталактитов, свисающих с потолка, как острые иглы. Эти природные образования создавало нечто вроде театрального занавеса, скрывающего то, что находится дальше в темной пустоте. Загадочная тишина обволакивала все вокруг, лишь изредка прерываемая эхом капель воды, срывающихся с потолка и ударяющихся о влажный камень. Воздух был влажным и прохладным, окутывал исследователей, как невидимая завеса. Свет фонарей отбрасывал причудливые тени по стенам, оживляя фантастические формы и узоры, которые создавала природа за тысячи лет. На первый взгляд эта пещера не отличалась от других, но опытные спелеологи чувствовали, здесь скрыто что-то необычное и необъяснимое. Их вперед двигало не только желание разгадать тайну, но и предвкушение открытия. Команда двигалась осторожно, шаг за шагом, углубляясь все дальше в лабиринт подземных ходов и залов. Каждый угол обещал открыть новый поворот сюжета, и вскоре спелеологи оказались на перекрестке, где с одной стороны отходил узкий извилистый проход. Он казался едва заметным среди груды камней и валунов. Однако какие-то неведомые силы будто направляли их именно туда, и они не могли устоять перед искушением проверить этот путь. Вскоре, пройдя через этот узкий проход, они попали в огромный зал, потолок которого терялся во тьме. Здесь было странное, почти мистическое ощущение. Стены зала были испещрены древними символами и знаками, которые никто из команды не мог расшифровать. От этого места веяло историей, которая была намного древнее, чем они могли себе представить. Это было оно. Именно ради таких открытий они рисковали, отправляясь в свое путешествие. Находясь в этом зале, каждый из них почувствовал, как будто история сама шепчет им свои секреты. Но что же скрывается дальше, в глубине пещеры? Неужели это лишь начало их невероятного путешествия в сердце Земли? Каждый шаг в этом огромном зале казался эхом ушедших времен, словно камни и стены хранили в себе память о давно забытых событиях. Но время для раздумий у спелеологов не было, ведь впереди их ждали новые загадки. Внимание привлек один из углов помещения, где стены казались темнее и плотнее остальных. Подойдя ближе, команда обнаружила, что это не просто стена, перед ними была лестница. Ее каменные ступени спускались вниз во мрак, будто приглашая исследователей в мир еще более глубоких тайных пещер. Эта находка была настолько неожиданной, что команда почувствовала одновременно прилив адреналина и осторожности. Лестница выглядела старинной, но на удивление сохранившейся и поразительной чистоты, как будто ей пользовались совсем недавно. По мере того, как лучи фонарей скользили по ступеням, открывались интрикатли вырезанные узоры, напоминающие древние руны. Никто из исследователей не мог ни разгадать их смысл, ни сказать, кому они могли принадлежать. Но одно было ясно. Лестница была произведением рук человеческих. После короткого обмена взглядами, наполненного молчаливым согласием, спелеологи решили не останавливаться и узнать, куда ведет этот таинственный путь. С каждым шагом вниз их охватывало чувство, что они вторгаются в место, где давным-давно человеческая нога не ступала. Влажный воздух и мрак окружали их со всех сторон, а звук капель воды, падающий с потолка, лишь усиливал мистическую атмосферу. Спуск казался бесконечным, и в какой-то момент им показалось, что они потеряли счет времени, настолько завораживающей была эта подземная Одиссея. За каждым поворотом лестницы скрывалось что-то новое. Боковые ниши, уходящие в темноту, или узкие коридоры, ведущие в неизвестность. Один из членов команды предположил, что это могло быть частью какого-то огромного комплекса или, возможно, целого подземного города. Эта мысль будоражила их воображение и придавала сил продолжать путь, несмотря на усталость и нарастающее чувство тревоги. И вот, наконец, когда они уже начали сомневаться в том, что лестница вообще имеет конец, перед ними замаячил призрачный свет. Это было как дуновение свежего воздуха после долгого замкнутого пути. Они ускорили шаги, и вскоре перед их глазами предстало невероятное зрелище. На дне лестницы, словно из ниоткуда, появился огромный подземный зал, в центре которого возвышалось нечто, что невозможно было предугадать снаружи. Это был небоскреб. Да, действительно, под землей стоял гигантский небоскреб, высота которого казалась почти нереальной в этом подземном царстве. Его стеклянные стены отражали свет, который, казалось, исходил из ниоткуда, заполняя зал мягким свечением. Этажи этого сооружения уходили ввысь, теряясь в темноте подземных сводов. Эта невообразимая конструкция, вне всяких сомнений, была чьей-то работой, но как и зачем она оказалась здесь, оставалась загадкой. Спелеологи стояли в немом изумлении, не в силах отвести глаз от этой архитектурной аномалии. Неужели это место — часть древней цивилизации, утерянной и забытой временем?
Или, возможно, это следы какой-то секретной деятельности, сокрытой от мира на огромной глубине. И все же, несмотря на все вопросы, стоящие перед ними, одно становится очевидным. Их находка лишь подогрела интригу, открыв новую главу в их приключении, о которой они даже не могли мечтать. Как же выйти на след тех, кто оставил это место, и какие тайны еще предстоит раскрыть в этом подземном мире? Спуск казался бесконечным, и каждое движение вниз добавляло вес к их шагам. Каменные ступени лестницы были настолько изношенными, что давали понять. Они останавливали не одно поколение исследователей и, возможно, других искателей приключений. Их исходный вид терялся под слоями времени, но скрытая рука мастеров прошлого все еще чувствовалась под следами. Лестница, казалось, стремилась в бесконечность, но теплое дуновение воздуха, доносящееся снизу, давало понять, что конец все же где-то близко. Спелеологи шли, ориентируясь на тусклый свет, который едва пробивался сквозь темноту. Этот свет служил маяком, указывая путь и заставляя их идти вперед, несмотря на усталость и неуверенность. Они двигались как завороженные, тишина была нарушена лишь их вздохами и эхом шагов. Время теряло свое значение на этой глубине. Единственное, что оставалось, это жгучее желание узнать, что же ждет их внизу. Когда они подошли ближе, огни начали медленно формироваться в нечто более определенное. По мере продвижения вниз свет становился все более явным, но его источник оставался загадкой. Они почувствовали, как растет напряжение, ведь каждого из них охватывало то чувство, когда находишься на пороге открытия, которое может перевернуть само представление о мире. Спустившись еще ниже, команда наткнулась на странные металлические конструкции, вмонтированные в стены шахты. Это были не просто балки или подпорки, они казались частью какого-то механизма или, возможно, системы вентиляции, предназначенной для поддержания жизни в этой глубине. Эти конструкции добавляли еще один слой загадки, ведь их происхождение и предназначение оставались неясными. Когда, наконец, лестница закончилась, спелеологи оказались на широкой платформе, которая предоставила им полное видение зала. То, что предстало их глазам, было одновременно ошеломляющим и невероятным. Перед ними стоял огромный подземный зал, в центре которого возвышался небоскреб. Эта конструкция была настолько чуждой для подземелья, что первые секунды казались сном. Но реальность оказалась еще более невероятной, чем их самые смелые фантазии. Этажи небоскреба исчезали в темноте над их головами, словно устремляясь к невидимому потолку. Свет, отраженный от стеклянных стен, создавал иллюзию яркого света, наполняющего помещение. Было трудно поверить, что эта конструкция существовала здесь, на глубине 2000 футов, вдали от солнечного света и цивилизации. Каждое окно в здании, казалось, смотрело на них с молчаливым вопросом, словно приглашая войти и разгадать тайны, которые скрывались за этими стеклянными панелями. Вокруг небоскреба простирались массивные опоры, удерживающие его на месте, и загадочные символы, вырезанные на этих опорах, добавляли еще один слой неизвестности. И все же, несмотря на их потрясение, они не могли оставаться в стороне. Свежая волна адреналина и любопытства подтолкнула их к действию. Спелеологи проникли в здание, стремясь понять, как и зачем оно оказалось здесь, в этом подземном царстве. Каждый из них знал, что эта находка изменит их жизнь навсегда и, возможно, приведет к раскрытию новых загадок о мире и его истории. И вот теперь, когда они стояли на пороге новой тайны, в сердце их приключений, впереди открывалась необъятная перспектива открытия и сокровищ, которые предстояло еще найти. Какой путь они выберут и какие доказательства откроют перед лицом этого феномена? Все это только начинало обретать форму в их сознании, оставляя место для бесконечных открытий и возможностей. Спуск по лестнице был настоящим испытанием. С каждым шагом вниз спелеологи ощущали, как давление увеличивается, воздух становился все более плотным, а темнота гуще. Лестница, казалось, вела их в самую глубь земли, и каждый новый виток добавлял неизвестности их путешествию. Она была чрезвычайно древней, большинство каменных ступеней за века истерлись, но сохранили свою структуру и прочность. Это наводило на мысль, что лестница была создана с невероятной тщательностью и вниманием к деталям. Возможно, она вела к чему-то чрезвычайно важному. На полпути вниз внимание группы привлек байпасный туннель, вмонтированный в саму лестницу. Небольшое ответвление, едва заметное в полумраке, вело в сторону неизвестного. Желание исследовать становилось почти нестерпимым, но чувство осторожности взяло верх. Они двигались дальше, оставляя этот туннель на будущее. Спуск становился все более напряженным, и группа обменивалась взглядами, полными ожидания и волнения. Каждый шаг давал ощущение, что они приближаются к разгадке великой тайны. На глубине, где казалось, что свет уже не достигнет, они наткнулись на металлические опоры, исходящие из стен и потолка. Их происхождение было столь же таинственным, как и сама лестница. Возможно, это была часть какого-то старинного механизма или системы поддержки нагрузок. Эти конструкции выглядели невероятно прочными, даже спустя века. Однако время оставило на них свой отпечаток. Ржавчина и коррозия на краях указывали на длительное пребывание в этом месте. Когда наконец-то они достигли конца лестницы, перед ними открылся невиданный доселе подземный пейзаж. Призрачный свет пробивался издалека, заливая большую площадку таинственным сиянием.
Это была огромная платформа, с которой начиналась новая загадка. Ступив на нее, спелеологи перевели дух и огляделись. Свет, по-видимому, исходил из неизвестного источника, и это только добавляло таинственности. Стоило лишь сделать пару шагов вперед, как взору открылась грандиозная сцена. В центре залитого светом зала возвышался невероятный небоскреб. Да, именно небоскреб, уходящий вверх и теряющийся в темноте. Его стеклянные фасады ловили и отражали свет, создавая удивительные отблески. Это была постройка, не поддающаяся объяснению. Ее присутствие здесь нарушало все законы логики и здравого смысла. Каждый из исследователей не мог верить собственным глазам, как такое сооружение оказалось на глубине 2000 футов под землей.